Жили падишах и визирь. Ни у того, ни у другого не было детей. Только когда волосы у них стали цветом, как рисовая каша с машем, а бороды легли на грудь, жены их забеременели. Шах и визирь очень этому обрадовались, устроили пиршество и с тех пор стали вместе ездить на охоту. Однажды, когда они охотились в красивой горной долине, визирь увидел газель и поскакал за ней. Газель бежала не быстро. Визирь прицелился, только хотел выстрелить, как вдруг увидел, что у газели очень большой живот. Он догадался, что газель должна скоро принести детеныша, сказав про себя: «Жена моя, как эта газель, тоже беременна. Разве не грех эту газель убивать?» Он не выстрелил и повернул назад. Падишах удивился и спросил: «Эй, визирь, почему ты упустил такую хорошую дичь?» Визирь сказал, почему. Поступок визиря понравился падишаху. Они решили поехать охотиться в другое место. В другом месте они подстрелили несколько куропаток, ощипали их, зажарили на вертеле и уселись есть. Падишах вспомнил про брюхатую газель и сказал: «Дорогой друг, уже много лет ты служишь мне вернее брата, а своим разумом и беспримерной прозорливостью ты так помогаешь мне решать трудные государственные дела, что этого нельзя забыть. Я решил, если наши жены родят по сыну, сделаем так, чтобы сыновья наши стали ближайшими друзьями, как мы с тобой. Но если же твоя жена родит дочь, твоя дочь – моя невестка. А если моя жена родит дочь, твой сын – падишах после меня, а моя дочь – твоя невестка». Эти слова пришлись визирю по сердцу, и он с радостью согласился. На том они и порешили. На другой день пришли гонцы со счастливой вестью. Жены шаха и визиря разрешились от бремени. Визиря они поздравили с сыном. Визирь очень обрадовался этой доброй вести и сказал: «Спасибо, 100 раз спасибо». Погнал коня домой. Приехав домой, он поцеловал сына, потом прижал к глазам его личико, приговаривая: «Какое счастье, что довелось мне в жизни увидеть родного сына!» Взял дитя на руки и отправился во дворец падишаха. В это время падишах вернулся с охоты. Визирь взял в одну руку своего сына, а в другую дочь падишаха, завернутую в золотую парчу, и понес к нему. Падишах, увидев визиря, встал, взял из его рук детей, поцеловал их, а потом, по совету старейших придворных, назвал мальчика Тахир, а девочку – Зухра. Тахир и Зухра росли под надзором умелых воспитателей. Они всегда и за едой, и гуляя в прекрасном саду падишаха были вместе, всегда играли вместе. Когда настала пора им начать учиться, обоих послали в одну школу. Они и в учении были товарищами. Все это вызывало жгучую зависть у врагов визиря. Тахирова отца, их сердца черные, как закопченное дно котла, переполнились ядом злых помыслов и намерений. При каждом удобном случае они, очернив перед падишахом визиря и его сына, превозносили Зухру и говорили: «О, великий падишах! Твоя несравненная по красоте и беспримерная по разуму и знаниям дочь достойна лучшего падишаха мира, такого падишаха, который сможет владения твои расширить, приумножить твою власть и славу увеличить». Нельзя сказать, что такие слова не задевали в слабое сердце падишаха. Стал он раздумывать об этом. Чем больше он думал, тем больше козней строили визирю его враги. Понемногу шах овладел к визирю и вознамерился его устранить. Как-то раз на охоте один из приближенных падишаха промахнулся, и пущенная им стрела вонзилась между лопаток визиря. Глаза несчастного закрылись, и он больше никогда не увидел лица своего сына, который был ему дороже жизни. Падишах прикинулся перед людьми невинным, похоронил визиря, которого когда-то всем сердцем любил, и с почестями и блеском, и предался скорби о нем. В это время на верхней губе Тахира
Уже показался черный пушок, и юноша становился прекрасным и стройным. Любовь к Зухре, прекрасной, как свежая роза, разгорелась в его сердце. Падишах знал об этом. Под тем предлогом, что они выросли и нехорошо ему уже больше встречаться, он велел запретить Тахиру видеть лицо Зухры. Приказ падишаха исполнили. Но Тахир не мог выносить разлуку. Надеясь увидеть свою прекрасную возлюбленную, он бродил вокруг замка падишаха и повторял: «Взгляни, живу я, скорбь тая, тебя увидеть жажду я. Сбрось покрывало, жизнь моя, на смерть готов я за тебя». Он не слышал в ответ голоса Зухры. Пламя любви все сильнее разгоралось в его груди, и он говорил: «О ты, кумир прекрасный мой, я навсегда твой раб покорный. Меня вниманием удостой, я навсегда твой раб покорный. Жасминогрудая моя, раздавлен гневом горя я, исчезла сладость бытия, я навсегда твой раб покорный». Люди слышали скорбную песнь Тахира, сочувствовали бедному юноше, а безжалостного падишаха, который сделал сына визиря несчастным, осуждали. «Всегда огонь твоих ланит, свечою предо мной горит. Мысль о тебе меня оживит, я навсегда твой раб покорный. Мне кибла красота твоя, Кааба мне любовь моя. Прах стоп твоих лобзаю я навсегда твой раб покорный. Но почему ты не верна? Скажи мне, в чем вина моя? Немилость мне твоя страшна, я навсегда твой раб покорный», — повторял Тахир, не отрывая глаз от окна, за которым должна была томиться Зухра. Пока огорченный Тахир бродил вокруг замка и взывал к любимой, покою его сердца, падишах сидел на золотом троне и ждал посланцев всесильного тирана того времени, Каро-Батура. Вскоре посланцы пришли. Они вручили падишаху письмо Каро-Батура и стали ждать ответа. А письмо гласило: «Уже давно мои сваты бродят по всем странам мира, отыскивая мне достойную невесту. Сколько они не искали, а девушки прекраснее твоей дочери Зухры нигде не нашли. Поэтому я решил взять твою дочь в жены. И если ты согласен, давай породнимся. Если не согласен, готовься к войне». Падишах это прочитал и сказал посланцам, что через 2-3 дня пошлет ответ. Они ушли, а падишах кликнул своих визирев и поведал им обо всем. Визири в один голос сказали: «Каро-Батур – шах сильный и великий. Он-то и сможет власть твою укрепить, а славу приумножить». Этого и ждал от них падишах. Он согласился с визирями, отпустил их и призвал свою дочь Зухру. «Любимая моя дочь», – сказал он радостно Зухре, – «поздравляю тебя, самый сильный шах мира, Каро-Батур, прислал к тебе сватов. Счастлива ты, что станешь женой великого шаха?» «Нет-нет», – ответила Зухра, – «я не пойду ни за кого, кроме Тахира, я люблю его, всей душой люблю, без него мне жизнь горька». Падишах, услышав такие слова, рассердился. Гневно взглянул он на Зухру и молвил: «Ты говоришь безрассудно. Кто такой Тахир? Невежда, сирота. Не стоит он и ногтя на ноге Каро-Батура. Не будь безрассудной и забудь о нем». «Отец, дорогой, жалься!» – воскликнула Зухра. «Тахир мне дороже жизни. Если не хочешь, чтобы твоя дочь была несчастной, откажись от этого намерения». Услышав мольбы дочери, падишах призадумался и сказал: «Ладно, доченька, ступай. Я подумаю, там видно будет». Зухра ушла. Падишах велел кликнуть визиров. Те пришли. Он рассказал им об отказе дочери. Одни решили так: путь тут один, надо опорочить Тахира в глазах девушки, а потом удалить его из города. Тогда сердце Зухры остынет, и она согласится стать женой Каро-Батура. А другие говорили: лучше просто позвать Тахира и велеть ему самому отказаться от любви к прекрасной Зухре. «Помочь тут делу нетрудно», — решил падишах.
Он отпустил визирей и позвал к себе Тахира. Сердце Тахира от такой неожиданной милости падишаха наполнилось надеждой. Но при первых же словах падишаха, как говорится, арбуз у него выскользнул из рук, падишах велел ему отказаться от любви Зухры и уехать из города. «Нет», – ответил Тахир, – «пока я жив, я не отступлюсь». «Ничего у тебя не выйдет», – сказал падишах. «Пожалей лучше свою молодую жизнь и исполни, что я велю». От таких жестоких слов падишаха Тахир пришел в ярость и воскликнул: «Ты тиран! Ты убил моего отца, сделал мою несчастную мать вдовой, а меня, его единственного сына, сиротой. Теперь ты ждешь, что я тебя послушаюсь и откажусь от любви Зухры? Да она мне дороже жизни. Не бывать этому». Услышав эти слова, падишах безмерно разгневался, приказал взять Тахира за руки и ноги, завязать глаза, отвезти его в самое отдаленное место страны и бросить там. Если же он когда-нибудь вернется, не пускать его в город. Потом падишах послал к Зухре 2 старух и так их напутствовал: «Пойдете, скажете моей дочери, что Тахир сам отказался от ее любви и дурно говорил о ней и ее отце». Старухи поспешили принести эту весть Зухре. Она с нетерпением ждала какой-нибудь вести о Тахире, выслушала старух и сперва обиделась. Потом она вспомнила нрав Тахира, его доброту и нежность, их чистую дружбу с самого детства и усомнилась в том, что старухи говорят правду. Она решила не отчаиваться и ждать. Падишах, изгнав Тахира, успокоился и написал Каро-Батуру, что согласен отдать ему дочь. Каро-Батур этому обрадовался, явился со своими приближенными и попросил, чтобы ему показали Зухру. Ее привели. Когда Каро-Батур увидел лицо красавицы, сияющее, как молодой месяц, стройный стан и ясные очи, разум покинул его, и в его черном сердце поселилась любовь. «Я беру эту прекрасную девушку», – сказал он отцу Зухры. «За нее готов сделать все, что попросишь». Отец Зухры радостно ответил: «О, владыка мира, о великий султан, ты оказываешь мне величайшую честь». Слова отца пронзили чистое сердце Зухры, как окровавленная стрела. «Не бывать этому!» – вскричала она. «Я люблю другого, Тахира. Тахир мне дороже и сладостнее жизни». Падишах сказал: «Тахир о тебе очень дурно говорил. Он тебе больше не любит». «Не верю!» – воскликнула Зухра. «Тахир не такой». Каро-Батур не знал о любви Зухры и, услышав ее слова, молвил: «Я буду ждать 40 дней, и я уверен, что за это время прекрасная Зухра забудет Тахира и страсть к нему и станет моей возлюбленной». Падишах, осыпая проклятиями Тахира, согласился и отпустил Зухру. Слуги падишаха взяли Тахира, отвезли его далеко и бросили там, где не было ни воды, ни травы. Тахир с великим трудом разорвал свои путы и отправился, куда глаза глядят, надеясь выйти из этой странной пустыни. Несчастная Зухра узнала, что Тахира бросили в бездонной мертвой пустыне. Через своих служанок она просила каждый день уходящий караван всюду, где бы они ни проходили, искать Тахира и привести ей весточку о нем. Она не переставая плакала, и жемчужные слезы капали со стрел ресниц на щеки, подобно розовым лепесткам. Она не знала ни покоя, ни сна, и в тоске о Тахире повторяла: «Я хочу, чтоб пригрезился ты, но уснуть мне не даст рог мой черный. Я от горя и слез так худа, что любое мне платье просторно. Ночь покоя душе не несет, долгий день не дает отдохнуть. Ах, печальное сердце мое, как же сносишь ты беды покорно». Караванщики повсюду пели эту жалобную песнь Зухры, этот стон ее исчерпанного сердца, надеясь, что песнь эта дойдет до слуха несчастного Тахира. А Тахир, страдая от голода и жажды, все блуждал по той бездонной и мертвой пустыне.
Любовь к несравненной Зухре вела несчастного к ней, придавала ему силы. Однажды он проходил у подножия горы и вдруг услышал горестную песню. Певец шел по пустыне, повторяя имя Тахира. Тахир поспешил к нему. Приблизившись, он увидел медленно идущий караван. Один из караванщиков пел, надрывая душу. Тахир печальный и несчастный, как дорог ты Зухре прекрасной. Душа ее в тоске изныла, она все ждет и ждет напрасно. Ее скорбям предела нет, и отдыха день целый нет. Печальнее удела нет, чем жить в тоске такой ужасной. Теперь меня покинул сон, тоскою радость сметена. Склонилась ныне в прах она, пред силою судьбы всевластной. «Добрый человек!» – окликнул Тахир певца. «В твоей песне мне слышится голос моей ласковой Зухры. Скажи, откуда ты идешь и от кого ты слыхал эту песню?» Караванщик внимательно посмотрел на Тахира и ответил: «Ты спрашиваешь, от кого? От самой прекрасной Зухры. Она велела нам пройти по всему свету, искать всюду ее возлюбленного Тахира, и если найдем, привести его с собой». Тахир обрадовался и сказал: «Несчастный, униженный Тахир, скорбный Тахир – это я». «Если так, – промолвил караванщик, – садись на этого верблюда, мы привезем тебя к Зухре». Караван пошел дальше. Через несколько дней и несколько ночей они пришли к дому возлюбленной Тахира. Когда Зухра узнала о возвращении любимого, птица ее сердца снова ожила, и девушка привела его в свой дворец, истомленного и измученного. Тахир быстро отправился от перенесенных лишений. Радость свидания заключила истрадавшихся влюбленных в своих нежных объятиях, но счастье Тахира и Зухры было недолгим. Злобные наблюдатели Каро Батура обо всем узнали и донесли ему. Каро Батур тут же пришел с огромным войском к отцу Зухры и сказал: «Тахир вернулся и пребывает в счастье и радости с твоей дочерью. Если ты его сейчас же не убьешь, я смету с лица земли твой трон и твою страну, а тебя и твою дочь возьму в плен». Падишах очень испугался. Тут же кликнул своих визирей и спросил у них совета. «Надо совсем избавиться от Тахира», — сказал визирь правой руки. «Лучшее средство — запереть его в сундук и бросить в воду. Тогда-то уж больше он не вернется». Падишах нашел этот совет разумным. Сейчас же позвал мастеров и приказал им сделать большой сундук. Когда сундук был готов, Падишаху сказали об этом. Он велел отнести сундук на берег реки. Зухра вне себя от отчаяния пришла на берег. Из-за очей лились слезы, сердце пылало. Она смотрела на Тахира и говорила: «Дорогой мой друг, Тахир, мой любимый Тахир, пусть не тронет никогда тебя глаз зловещий черный, не подвластен и огню ты, одной любви покорной. Люди мира, как один, все молитву повторяют. Пусть сопутствует тебе ветер счастья, благотворный». Тахир обернулся к ней и ответил: «Милая моя Зухра, кольца локоны твои мне навек сковали сердце, лалы алые твои очаровали сердце. Сердце отдал я тебе, не отдам его другой, и твое всегда со мной в радости, в печали сердца». Услышав это, Падишах поскорее посадил Тахира в сундук, запер сундук и бросил в воду. Слуги исполнили его приказ. Сундук, колыхаясь по волнам, плыл по реке и скоро исчез из глаз. Так он плыл, пока через несколько дней и ночей не доплыл до какого-то полуострова, и его не увидели там 3 девушки. Они были дочери падишаха той страны и каждый день приходили сюда купаться. «Той, кто возьмет и вытащит этот сундук, — предложила старшая дочь, — он и достанется». Все 3 согласились, и старшая дочь бросилась в реку и доплыла. Сколько они не подплывали к сундуку, сколько не цеплялись за него, течение отбрасывало его,
и она не смогла пригнать сундук к берегу. Тогда средняя дочь бросилась в реку, и она ничего не смогла сделать. «Ну-ка, сестрицы, выходите из воды. Я попробую, может, счастье мне улыбнется», — сказала младшая дочь. Старшие сестры вышли из воды, а младшая бросилась в реку. Она подплыла к сундуку, протянула руку. Случайно кольца сундука так в руку ей и попало. Она крепко ухватилась за кольцо и подтянула сундук к берегу. Сестры вытащили его из воды и увидели, отверстий в нем нигде нет. Решили разбить крышку и посмотреть, что там внутри. Но тут раздался треск, крышка сама открылась, и они увидели прекрасного юношу, такого прекрасного, что похожего ему нет на свете. Сейчас же известили падишаха. Он послал людей. Сундук и Тахира привезли во дворец. Падишах велел врачам лечить изнеможенного, измученного Тахира и ухаживать за ним. Прошло несколько дней. Тахир пришел в себя, поправился и стал еще прекраснее, чем был. Тогда сестры рассказали падишаху, какое у них было условие. Он согласился выдать свою младшую дочь Гаухар за Тахира. Устроили туй. Тахир ни о чем не знал. После туя Тахира и Гаухар отвели в стоявшийся в стороне дворец падишаха. Тахир поведал ей обо всем и сказал: «Зухра, свет моих очей, душа моя и разум, радость моего сердца, исполнение всех моих желаний. Я не хочу быть ей неверным. Я тебя люблю больше, чем Зухра», — сказала Гаухар. «Не упорствуй, не отвергай мою первую горячую любовь». Гаухар много горевала, долго умоляла Тахира принять ее любовь. Но Тахир просил только оставить его в покое и не омрачать память о возлюбленной Зухре. Так проговорили они до рассвета, пока Гаухар не охватил сон. Тахир тотчас же встал, надел другие одежды и отправился в путь через горы и пустыни. Так он шел несколько дней и несколько ночей и, наконец, дошел до столицы своей страны. Там он переоделся в женские одежды и поселился под видом служанки во дворце Зухры. Бескрайняя радость снова вошла в сердце возлюбленных, они опять были счастливы. Но и на этот раз счастье Тахира и Зухры было недолгим. Безжалостный Каро Батур, узнав о возвращении Тахира, тотчас пошел к отцу Зухры и все ему рассказал. Падишах рассвирепел, кликнул палачей и велел им схватить и повесить Тахира. Палачи привели Тахира и поставили его под виселицей перед падишахом и Каро Батуром. Тахир сказал перед смертью: «О, Зухра, солнце жизни моей, дорогая, родная, прощай. Свет очей, наслаждение души, ухожу я, стеная, прощай. Ухожу я в печали, в тоске, о тебе вспоминая, несчастный. Ты же счастлива будь, о, Зухра. Ах, година лихая, прощай». Горе Зухры достигло предела. Она надела черные одежды в знак траура по Тахиру. «Горю я от други, который погиб таким юным». Она таяла, как свеча. Тая, как свеча, она вспоминала Тахира. Она хотела, чтобы ее отвели к могиле Тахира, но по приказу падишаха 40 служанок сторожили ее день и ночь. Не видя другого пути, Зухра как-то сменила черные одежды на праздничный наряд, голову, руки и шею украсила драгоценностями и сказала служанкам: «Я вижу, что от этого траура нет пользы ни мне, ни Тахиру. Отныне я сниму траур. Я хочу погулять по саду, я хочу развлечься». Одна из служанок, услышав это, побежала к падишаху и передала ему слова Зухры. Падишах обрадовался. «Ладно, пусть развлечется, пусть погуляют по саду». После этого Зухра с 40 служанками пошла в сад отца. Погуляв по саду, она сказала служанкам: «Мне очень весело сегодня, я хочу, чтобы вам тоже было весело». С этими словами она стала снимать с головы, шеи, рук драгоценности и разбрасывать их во все стороны. «Ну, подбирайте!» – крикнула она служанкам.
Все 40 служанок бросились подбирать их, толкаясь и сбивая друг с друга с ног. Воспользовавшись суматохой, Зухра пошла к могиле Тахира. Сев у могильного холма, она горько заплакала, вынула из-за пазухи острый кинжал и рассекла им свое нежное и доброе сердце. Служанки подобрали драгоценности и стали повсюду искать Зухру. Ее нигде не было. Крепко испугавшись, они, испуская горестные вопли, пошли к падишаху. Падишах рассердился и велел своим слугам обыскать весь город и найти Зухру. Слуги долго искали ее, пока не дошли до могилы Тахира. Там они увидели, что Зухра лежит, крепко обняв могильный холм. Подойдя ближе, они убедились, что она мертва. Слуги бросились к падишаху и рассказали ему об этом. Падишах разрыдался, но слезы его, хоть и горестные, теперь были бесполезны. Двум безвинным влюбленным принес он горе и бесчисленные мучения, а теперь страдал и сам. Меня постигло возмездие за то, что я нарушил клятву, данную другу моему, визирю. Меня постигла кара за то, что я безжалостно растоптал чистую любовь моей единственной дочери и единственного сына моего друга, говорил про себя падишах. Несчастную Зухру он похоронил рядом с Тахиром. Не прошло больше 2 недель после похорон, как люди увидели, что на каждой могиле вырос розовый куст, и ветви его тесно переплелись. Люди называли этот сорт розы «обнявшиеся влюбленные». Розы, обнявшиеся влюбленные, которые растут всюду, вечное напоминание о любви Тахира и Зухры. Аудиорассказы от Эдемы Элай.